Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, не будете пропускать мои следующие видео. Своих подписчиков и регулярных зрителей приветствую. Спасибо вам большое за вашу обратную связь, что пишете, как проигрываются расклады, да, пишите слова благодарности, ставите лайки. Это очень важно вот в таких раскладах, да, общих, чтобы уравновесить энергию между нами с вами. Сегодня тема нашего расклада будет такой. Его мысли о вас сегодня и сейчас. Настраивайтесь, пожалуйста, на вашего мужчину, представляйте его энергетику, его глаза, настраивайтесь на расклад. Расклад, как всегда, у нас будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем, но каждый, кто смотрит расклад, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Если не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте, напишите мне, как у вас, услышали вы что-то, не услышали, как проигралось, не проигралось. Также я рекомендую, если вас эта тема интересует, смотреть расклад от начала и до конца, потому что вся информация будет дана только после просмотра всего расклада. Информация идет на протяжении всего расклада. Итак, давайте смотреть. Ваш мужчина. О, смотрите-ка, мужчина смотрит сейчас в будущее, вперед. Направлен его взор, туда направлены все его помыслы, желания, строит какие-то планы, да, страстные у него мысли, страстное желание двигаться вперед, развиваться, да. Что еще? Тройка мечей, тройка жезлов, тройка мечей. Девочки, у кого-то здесь либо вы поссорились, сердце разбито, либо здесь может быть любовный треугольник, да, третья сторона с вашей или с его стороны, да, может быть что-то было, да, это его тоже беспокоит, это он понимает, это его беспокоит. Туз колес. Но вы понимаете, отказываться от вас при этом всем, вот если такая ситуация тяжелая, да, у кого-то здесь поругались, разбитое сердце, кто-то в любовном треугольнике, там, с вашей, с его стороны, да, либо с двух сторон, я не знаю, у кого какая ситуация, но вас терять он на данный момент не готов. Так. Давайте смотреть, что он думает о вас. Ну вот что он думает о вас. Посмотрите, что вы прекрасная императрица, что вы его женщина, самая прекрасная из женщин, да, его супруга будущая или настоящая, мать его будущих или уже имеющихся детей, его пара, его любовь. Самая прекрасная и желанная женщина для него. Вот что он думает о вас, какой он вас видит. Самый страстный, лучший, да. Но при этом почему-то тут либо он ждет от вас какого-то принятия решения действий возможных, да, но вы их не делаете по каким-то причинам, да, по повешенному, либо здесь может быть он бездействует, у кого какая ситуация в данном случае. Да, посмотрите, старшие арканы пошли у нас. Но при этом вы очень влечете его. Вы королева жезлов, вы женщина яркая, страстная. Вы влечете его, вы очень сексуальная, огненная стихия по основному знаку, либо по асценденту может быть, но это не обязательно. Здесь вот характеристика, вы та женщина, которая его влечет, яркая, понимаете, императрица, при этом страсть его, но здесь вот, понимаете, нету развития какого-то, которое ожидается.
Так, давайте, знаете, посмотрим, а какая вообще ситуация сейчас вообще между вами? Мысли его, как он видит то, что между вами, ваши отношения. Ну-ка. Туз мечей. Отношения, где нужно, понимаете, принимать решения, где нужно действовать, где нужно, может быть, как-то рубить эти проблемы, то, что мешает. Звезда. То есть, в принципе, вы, может быть, сейчас на расстоянии находитесь, да, и здесь такая интересная карта, да, вот звезда, посмотрите, как художник нарисовал, да, обычно так у нас умеренность, да, карта идет, может быть, вот, но здесь вот так у нас звезда, что отношения — это прекрасные отношения, как несбывшаяся мечта, да, отношения, к которым он стремится. Вам не видно, извините. Вот, отношения, к которым он стремится. Но почему-то пока они, как, знаете, как будто он вами не обладает еще. Да. Но он бы очень хотел этого. Он готов трудиться, он готов работать, он готов совершенствоваться, может быть, обучаться, может быть, как-то развиваться. Но я вам сказала, вас он не готов потерять на данный момент, его мысли. Ему мысли о вас как о императрице, как о королеве жезлов, страстной, яркой, влекущей женщине, как о звезде, как о его мечте. И отношения ваши такие же отношения, где нужно принимать решения. Может быть, он не готов, вы не готовы, я не знаю, да. Может быть, отношения на расстоянии. Но тут тоже не у всех. Отношения как мечта. Он бы хотел таких отношений, он бы хотел быть с вами. Десятка колес, и вы знаете, на самом деле он будет стремиться, его мысли об этом, он бы хотел семью с вами, да, либо восстановить те отношения, которые были, чтобы вы были вместе, благополучие с вами хотел. У кого-то здесь, может быть, финансовый вопрос вмешивается в дело, да. Еще какие его мысли о вас? Луна. Сомнений много, страхов, может быть, отношения тайные у вас, да, может быть, действительно там любовный треугольник у вас закрался, отношения тайные, а он бы очень хотел, чтобы все этих проблем не было, да, как мечта его, чтобы проблем не было, чтобы вот любовный треугольник, вот посмотрите ряд, да, любовного треугольника не было, чтобы не нужно было вот так вот висеть, не знать, как быть, какое решение принять, чтобы эти отношения были не недостижимой мечтой, да, мечтой о них, а реальностью, вот такой реальностью. И чтобы не было сомнений, страхов каких-то, да, вот чего бы он хотел, да, и готов он трудиться для этого. Вот его мысли какие. Ценная вы женщина, шикарная, прекрасная для него. Хотел бы очень, да, чтобы как-то это... Смотрите, мощный расклад такой, одни старшие арканы идут. Вот, хотел бы, чтобы эти отношения ваши изменились, перешли на другой уровень, да, чтобы высшие силы встали на его сторону, чтобы, может быть, вы выбрали его, если вы не выбрали. Посмотрите, одни старшие арканы. Что, понимаете, чтобы помогли вам свыше. Но здесь, кстати, у многих здесь отношения кармические. Если вы там переживаете, что, да, почему так, вас терзает там совесть или еще что-то, не нужно. Тут нельзя было этого избежать. Это карма, понимаете? Все равно бы вы встретили этого мужчину, не этого, так другого, такого же, да, и ситуация все равно сложилась так же. Мы иногда вот мучаемся, терзаемся, да, женщины, посмотрите здесь, он любит вас, очень думал о вас как о любви своей. Так вот мы иногда, и рыцарь кубков, он здесь мужчина водной стихии, может быть, моложавый, моложе вас, да, вот, посмотрите,
Он любит вас однозначно. Так вот, мы многие терзаемся, потому что думаем, что, может быть, если бы я так не поступила или сделала бы другой выбор, ситуация была бы другой. Нет. Вот понимаете, девочки, нет. Вселенная, Бог, все равно бы вы повстречались. Если не с ним, то, ну, с такой же душой в другом теле, и ситуация была бы точно такой же. И чувства, и эмоции все равно бы переживали те же самые, трудности были бы те же самые. Поэтому посмотрите, колесница, вот ну просто расклад прекраснейший, красивейший, мощнейший. Он понимает, что вы разные, да. Здесь вы можете быть разных национальностей, возможно, вы разных культур, быть представителями разных религий, жить в разных странах, континентов даже раз, да. Вы здесь в одной упряжке, вот понимаете, темная, светлая лошадь, да, вами управляет Бог. Он направляет ваш союз, понимаете? И вместе, вы должны быть вместе. Тут, ну, так предопределено. Сейчас вот так. И он это понимает. Он понимает, он любит, может быть, не говорит о своих чувствах, да. Вот такие кубковые мужчины, водные стихии представители, они все-таки больше о своих эмоциях внутри, да, переживают, там, вот, больше эгоистичные. Он хочет быть с вами. И так предопределено, вот сейчас так. Сейчас так. Да. Но мысли здесь, смотрите, семерка мечей при этом, что он все-таки надеется, хоть его и раздражает, что там что-то не так, да, может быть, какие-то сложности, может быть, какие-то у вас ссоры, но он все-таки рассчитывает, что будет стремиться вот к этому всему, да, что все получится. Рыцарь жезлов. Он здесь еще и огненной стихии может быть, но по основному, либо по асценденту. Очень страстные его мысли были. Он бы хотел обладать вами, понимаете? Обладать, чтобы вот эта мечта осуществилась. Вы были его, отношения были открытыми, все о них знали. Он, понимаете, вот чтобы... Он, может быть, знаете, очень недоволен, и его, вот как бы он чувствует, что он малодушничает или что-то, что он должен проявить себя, да, вот как маг, взять и сказать, я здесь решаю. Он этого пока не сказал, не сделал, я так понимаю. Да, но мысли его, что нужно действовать. Не нужно терять такую женщину. Вот сейчас тот шанс, то время, которое ему дается, чтобы действовать. Вот. Ну, мечтает, конечно, хотелось бы, чтобы все это решилось как-то само собой, чтобы Бог помог, может быть, да, и все было проще. Паш кубков. Ну, мысли тут исключительно любовные. О том, как вас любит, как влюблен, как должен признаться в любви. Да, как говорить об этом. Семерка жезлов. О том, что страсть у вас очень сильная, что вот надо говорить, обсуждать всю эту ситуацию, чтобы в дальнейшем все было хорошо, чтобы договориться, чтобы не страдать больше, да, и не ругаться. Вот этого он не хочет. То есть, может быть, он идет на разговор у вас обычно, да, а заканчивается все тем, что вы конфликтуете или ругаетесь. Да, это, он на самом деле этого не хочет, он не эту цель преследует, он просто, его переполняет чувства, он пытается что-то сказать, обсудить, а результат получается другой. Да, и результат он ранит и говорит
какие-то вещи, которые совсем не то, что он, в принципе, планировал сказать вот здесь вот. Да, ревнует он. Вот здесь, может быть, еще и воздушные стихии проигрываются, да, по основному знаку, либо по асценденту. Ревнует, либо отношения, может быть, сейчас у вас по переписке на расстоянии. Да, и вот постоянные качели. Да, у вас вот в отношениях то горячо, то холодно, да, то нет, и вроде как, знаете, некомфортно, нет гармонии. Вот. Но мысли, да, и вы оба страдаете при этом. Ага. При этом его ни горячо, ни холодно. Вот. Ну, что сделать? Ну, все мы разные, такое бывает. Вот. Давайте посмотрим еще все-таки, что он там мыслит себе. Ну, я вам говорю, как же тяжело, да, как много препятствий, но, как там говорит одна моя подруга, назло кондуктору пойду пешком, да, вот, поэтому здесь вот именно так. То есть препятствия есть, и уже, понимаете, уже много пройдено этих препятствий, и страсть сумасшедшая. Ну, мужчина иногда ведет себя странно ваш, и мысли его тоже. Вот я вам сказала, вот назло там, да, пойду пешком, поэтому... А все из-за ревности. Ревнует он вас. Ну, вы тут прекрасная такая женщина, императрица, он, может быть, считает, что он не дотягивает до вас, вот, и ревнует очень сильно. Ревнует, следит, все пытается как-то, да, показать что-то, конфликтовать, набить себе цену. Да, вот, видите, набить себе цену, показать, какой он ценный, да, здесь еще и земная стихия, вот, показать, что он вообще вот и работает, и преданный, и стабильный, и денег может заработать, вот это пытается, да, все это вот сделать на показ, ну, потому что, наверное, не уверен в себе где-то. Вот. Но глубоко в душе переживает. Каждый раз переживает, каждый раз боится потерять, опять же ревнует, не может совладать своими мыслями, фантазиями, да. И король жезлов — страсть. Здесь бешеная страсть между вами, об этом тоже его мысли. Вот, если не вместе, скучает, следит. Вот, так что семерка. Семерка кубков постоянно вспоминает вас, не забыл, думает о любви, о мечтах с вами, о построении планов с вами. Все мысли о вас. Все мысли о вас любовные, яркие, страстные, наполненные эмоциями. Ну, все мы живые люди, да. Ну, каждый гнет свою линию, хочет и думает, как лучше для него. Вот. Сейчас у нас мужчины, в принципе, часто балованные, никого не в чей личный адрес, да, говорю в общем, по опыту. Вот. Поэтому... Я желаю вам огромного счастья и большой любви. Мужчина вот по этому раскладу, загаданный вами, любит вас, хочет быть с вами. У вас тут непросто все, но так должно быть. Вот так вот распорядились высшие силы на данный момент. Поэтому будьте счастливы. Огромной вам любви также. А я прощаюсь с вами. Пожалуйста, пишите, как проигрываются у вас мои расклады. Вот, не забывайте поставить лайк мне в благодарность. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.